И всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, Польза.нет Live, это, наверное, 86-й обзор одним кадром. И сейчас я снимаю на Samsung S24 Plus, как вы увидели уже из названия, обзор одним кадром. Что это значит? Это в течение 10-15 минут я буду рассказывать о смартфоне, и основная ценность у этого обзора то, что вы можете посмотреть еще на 80 с лишним смартфонов, чаще всего ценового диапазона от $200, которые в тех же самых условиях, с вот таким вот противным теплым светом, который все ругают, отрабатывают плюс-минус по-разному. Плюс еще, разумеется, со светом на улице это все будет и с одним и тем же лицом. Так вот, помимо этого есть еще микрофоны у смартфонов, их тоже стоит сравнивать. Вспоминаем яблоки с их печальным микро. И вспоминаем, что этот смартфон в каком-то смысле золотая середина между Samsung S24 Plus, который большинство... Сейчас я 5 секунд на этом великолепном жестком штативе выставлю свое лицо. Так вот, который между S24 Plus, который благополучным образом является флагманом Samsung на данный момент, и Ultra, 24 Ultra и S24. Чем он хуже, чем S24 Ultra? Ну, в первую очередь, то, что он есть на Exynos, как раз именно этот вариант я сейчас вам и представляю. То есть у меня сейчас смартфон на Exynos 2400, он есть на Snap, но это не значит, что на Snap стоит бежать его покупать. Почему? Потому что там может быть проблема с прошивкой, может быть проблема с языком и еще много всяких проблем у Samsung, когда ты покупаешь их нелокализованные, почитайте про проблемы тех, кто купил S24 обычный на Снэпе. Напоминаю, что меня зовут Саня, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 107 тысяч человек, телеграм-канал взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, плюс в телеграм-канале скидок у меня есть еще сторисы, я рассказываю о распродажах и на что стоит обратить внимание. В моем личном телеграм-канале вы можете скачать уже, наверное, 1000 фотографий с этого устройства, с Бали, Таиланда и еще с нескольких стран. То есть я его, наверное, гонял дольше, чем любой другой смартфон. Почему? Наверное, потому что он показывает всю суть Samsung, и мне было интересно, что Samsung сделает с обновлениями. Вот что он сделал, в итоге какую картинку мы получили, вы сейчас видите. И я сейчас не буду особо уходить в технические показатели. Почему? Потому что я вам расскажу, как помню, ну, как всегда, но не супер плотно. Почему? Девайс дорогой. То есть реально, когда я рассказываю, допустим, о тех же, не знаю, ругаю Honor 6 Pro глобальный или китайский, но они 60 тысяч. Или рассказываю о S24, но он уникален, потому что у него малые габариты. Или рассказываю о S24 Ultra, даже том же Samsung, но у него есть стилус. Или рассказываю о айфонах, потому что, ну, я не кривлю душой, я на них снимаю. Все ролики, что вы видите на основном канале Польза.нет, а там на минуточку 2 с лишним тысячи роликов и 125 миллионов просмотров, практически все снято на айфоны. На Samsung чуть-чуть другая история. Вот этот супер классный девайс, вот сейчас он выкручивает контраст, и я прям кайфую от картинки, которую я вижу на экране, и ужасная, скорее всего, соответствует. Плюс я еще могу переключаться на фронталку в тех же 4К 60 FPS. Это бесит, особенно бесит, когда я начинаю снимать, и вот сейчас я буду говорить критику, но в то же время я вижу картинку, даже в лифте, как многие говорят, он желтит. Так какой желтит теплый свет? Теплый, он передает, он и то делает его холоднее, он и то делает его более потребнее. И когда люди говорят, а он снимает так, как должен снимать, как снимает зеркалка Sony FX3, меня это просто бесит. Это вот просто попытка продажи непонятно чего. Но не будем. Так вот, смартфон поставляется вообще в нулевой комплектации. Почему? Потому что у него только кабель. 45-ваттная зарядка докупается вами, потом вы докупаете еще беспроводную зарядку, здесь есть еще реверсивная. По поводу 45-ваттной зарядки, у меня не получилось получить этот час обещанный, точнее, по-моему, вообще 55 минут. У меня он заряжался все равно час 20. Я не знаю, что за магия электронов, но вот так. С автономностью у него все неплохо, но все очень плохо с... Ну как неплохо? Все плохо с автономностью на Exynos. Посмотрите обзор, сколько он выбил в PC-марке, и скупую слезу вот так вот из себя выдавите. Это раз.
Почему экран большой, экран яркий, 1700 люксов он выдает в автояркости на солнце. И, в принципе, сколько он там в HDR выдает, неважно, потому что яркости на солнце вам хватит. Но магия сразу вот, почему не хотел делать, у меня даже прожарки на него еще нет, я не могу себя заставить. Обзор полноценный. Я все ждал, когда они оптимизируют как-то процессор. У меня есть фанаты, скорее всего, это продавцы Samsung в Телеграме, кто приходит и говорит: да вообще, чего ты на него гонишь, Exynos нормальный процессор. Вот прошло уже сколько, я не знаю, сколько месяцев прошло, но S24 Plus как был днищем в играх, так и остался. То есть он сбрасывает яркость так же, как iPhone, до 300 с лишним люксов через 10 минут игры в PUBG New State. Какого лешего, я даже реально стрим не могу на нем провести. То есть я вот думаю, наверное, в ночи, если только провести, и показать, что вот ночью, может быть, на нем можно будет теоретически играть. Вот. При том, что он, разумеется, выдает 1 700 000 баллов в Antutu, скорее всего, как правильно все замечают, великолепный, ужасный Samsung просто-напросто подкрутил процессор так, чтобы он в Antutu выбивал в графическом тесте все по максимуму. По факту все очень плохо. Но, с другой стороны, несмотря на весь этот негатив по поводу игр, съемка очень классная. Но классная и троеточие. Почему троеточие? Потому что в чем фишка S24 Ultra? Для вас она там стилус, это флагман, еще что-то. Для меня, по большому счету, вот есть SAMS, он может переключаться между модулями. Кстати, между модулями, между 4К 60 FPS вы не можете на ультраширик переключаться и на телевик здесь. И это тоже такое себе, только вы можете в 4К 30 FPS. Но можете с основного модуля на фронталку. Могут они это сделать? Могут, хотят ультру выделить. Могут сделать 4К 120 FPS для основного модуля, как на Samsung S24 Ultra? Наверное, могут. Но почему-то не делают. Так вот, позиционирование этого устройства вам не нужен стилус и нет необходимости в 4К 120 FPS, и вы по какой-то неясной мне причине можете предположить, что Exynos нормальный процессор, идите отдавайте какие-то бешеные деньги за этот смартфон. Они реально бешеные. Да, еще менее разумно покупать какой-нибудь Huawei Pure вот этот, который только вышел. Я его уже купил за 92 штуки у человека с Авито, потому что он его купил, включил и такой: а где Google сервисы? Ну, и обычно как говорят, двумя кликами ты устанавливаешь, только почему-то инструкции в интернете специально на YouTube делают, как устанавливать на Huawei Google сервисы. У Samsung хотя бы Google сервисы есть, никаких не нужно дополнительных ухищрений, есть GPS, есть, разумеется, NFC модуль, Play Market в наличии, можете устанавливать все, что хотите. Если говорить про какие-то еще особенности. Большой, удобный смартфон с очуменным шимом. Шим вы можете наблюдать в обзоре на него в полноценном. Там прямо аж полосочки. И он меньше, чем в прошлых Samsung'ах. Но он при этом все равно, несмотря на то, что меньше, чем в прошлых Samsung'ах, не волшебный. И если говорить откровенно, то у вас есть, допустим, тот же SAMS и Xiaomi. Xiaomi вроде показывает меньше шим, но с меньшей частотой у него экран. И вот этого шима не про процент, а именно частоту. И у людей в комментариях, по-моему, мне уже даже 2 человека написало, что с Xiaomi 14 перешли на Samsung, и у них все хорошо. Мне кажется, это рекламная пиар-акция Samsung, потому что я ощущаю его шим. На меня это сильно не действует прям люто, но это накопленный эффект, потому что я не только Samsung'ами пользуюсь. Вот, если говорить про... Чуть не забыл. Про великолепный Samsung и экран. Рамки у него просто космос. Я не знаю откуда, но вот так. Защита от влаги IP68, плюс здесь нет мини-джека, и здесь у нас инфракрасник в наличии. Нет направленного микрофона у модулей камер. Он ничем не отличается от прошлых S23, S22, и внешне толком он не отличается, поэтому если у вас 22 или 23, вы переходить на 24 смысла нет. А еще, учитывая какой процессор, по автономности вы тоже не особо выиграете. Хотя, с другой стороны, ну, автономность в играх стандартная. 30%, так ему, извините за грубость, пожирать нечего, потому что он яркость сбрасывает до 300 люксов, и какие у него проблемы.
Тач работает хорошо, рамки, повторяюсь, у экрана довольно большие для этой стоимости, непривычно, но зато грани прямые, за это отдельный плюс. Если говорить про вот эти всякие ИИ, добавили там русский язык при переводе. Вот напишите мне, кто реально этим делом пользуется. Я попробовал на тайский, на китайский переводить и на английский. Но это тормознутое дно. И при том еще оно переводит через одно место. Все эти вырезания и из фотографий, где вы это используете? Только в роликах на YouTube, чтобы Samsung продавать, и все. Потому что вырезает он максимально паршиво. На уровне, если вы очень сильно пьяны и забыли, как работает Photoshop, и это было 10 лет назад. Вот это примерно левел вырезания ИИ у Samsung образца 2024. К слову, это практически всех смартфонов касается. И всяких OnePlus и всего остального. Если говорить про еще что-то. Victus 2 у него защитное стекло. Corning Gorilla Glass. Про поводу IP68 защита от влаги я сказал, что он у меня выжил. Хотя как-то у меня Flip 5, который не должен был умирать, погиб. И я с дурости его вскрыл и поэтому потерял гарантию. А еще по поводу гарантии. Как я понял, в Samsung есть гарантия в России. Я не стал копаться в этом деле. Но если вы в России его и, в общем, уточните, кто прям заряжен на это дело. Потому что когда я ремонтировал Flip, мне могли его отремонтировать бесплатно, если бы я его не вскрывал. То есть гарантия, получается, есть. Это было недавно. Там буквально полгода назад, наверное. Вот. Если говорить про картинку. Яблоко, по мне, его выигрывает, но все очень близко. Говорить про фото. Вот, с ним я сравнивал его. Притом S24 Plus, как бы я ни ругал, заметьте, со сколькими смартфонами я его сравнивал. Мне кажется, я его сравнивал вообще со всем, что стоит дороже $500, начиная с выпуска Asus Zenfone 11 Ultra. Можете посмотреть обзор на канале. Вообще смарт этот не продается, эти Z-фоны, потому что мой до сих пор не продан перекупом. Он у меня купил, но у него его никто не покупает упорно, даже с хорошим дисконтом. Про Samsung еще что. Делать или нет прожарку, я еще думаю, может быть сейчас как раз и сделаю, но я в себе не уверен. Девайсу от меня в отрыве от стоимости однозначное да, потому что вряд ли он еще больше просядет, ну может и просядет. Плюс очень специфическая версия, я не считаю его плохим смартом, я не считаю, что человек, который будет его приобретать, совершил какую-то неразумную покупку. Почему? Потому что снимает, повторяюсь, он хорошо. И когда мне правильно написали в комментах, когда я обзор-то уже выгрузил, что я сравниваю с iPhone 15 Pro Max и говорю, что вот средняя температура по больнице это флагманы, и я их могу сравнивать. И да, по съемке видео это лучшие флагманы, которые, я считаю, есть на рынке для ютубера, а я снимаю на смартфоны. То есть это Samsung и яблоки. А китайцы, они молодцы, чтобы впаривать свои девайсы неразумным пользователям. И, ну, наверное, вот так. И не, ну, опять же, с точки зрения камер, потому что одно дело фотография, а другое дело видео. Особенно, когда ты делаешь видеоконтент, и тебе потом нарезать все это дело. И я помню, как я мучился с теми же Huawei-ами. Он давал классную объемную картинку, но его автофокус в моих реалиях давал просто какой-то бред. То есть я из минуты мог вырезать как бы секунд 10. Вот сейчас будет у меня Pure 70-й. Когда я буду тестировать его, вам расскажу. Потому что, если что, я его, в принципе, оставлю как камеру. Мне смартфон нужен как камера. Мне не нужен он как звонилка. Понятно, что здесь, кстати, есть две симки. eSIM, помимо этого, Android Auto. И вообще все плюшки, какие только есть у Samsung, они имеются. Вместе с русским языком. Чуть не забыл. Смотрите полноценный обзор. Девайс хороший. Ничем не отличается, правда, от прошлых двух версий, по мне. Но камеры хороши. Прям хороши. Ох. Подписывайтесь на канал с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. У Samsung, так же как у Яблока и у других брендов, есть супер сила. В чем? В том, что у них классные есть наушники, у них есть супер классные умные часы. И когда вы будете покупать их смартфоны, вам не будет необходимости писать мне, как те, кто покупают какой-нибудь там Oppo Find X7 Ultra, пишут потом: а что мне за часы нормальные купить, у меня неограниченный бюджет. А ничего. А что мне там за наушники купить, у меня неограниченный бюджет, я хочу супер крутые. А ничего. А что мне за планшет купить? А у Oppo тоже довольно скромные планшеты. У Samsung есть топовые ноуты, планшеты, часы, и вот эта вот вся их экосистема, она цвет, блеск, красота и пляшет. И если ты на нее подсядешь, конечно, можно будет плеваться по поводу настройки игр.
тех же, там, через 3 программы, с одной стороны. С другой стороны, будет все неплохо. Не забыл сказать, что здесь странный LTPO-экран, с той точки зрения, что он 1 Гц не показывает, показывает только 24. Мне кто-то там писал, как сделать 1 Гц, в итоге у меня не получилось. Напишите мне, покупаете ли вы смартфоны для того, чтобы получить от них то, что обещают в рекламе, и потом химичите, и получилось ли у вас это от Samsung. Для чего это необходимо, повторяюсь, для того, чтобы у вас автономность была получше. Вот. Выдавил из себя прям этот обзор. Почему? Сам снимает хорошо, Актуальность его минимальна, по мне, этого обзора, потому что люди, которые собираются купить Samsung, они его без меня купят. А для меня, ну не знаю, я так долго его тестировал, что я не могу о нем плохо говорить, потому что для сравнения и подсъема, вот именно, чтобы вот с ним сравнивать, но он хорошо снимает. Хорошо. И очень удобный смарт для меня лично, как для блогера. Девайсу от меня, повторяюсь, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Сколько вес файла, напишу.